Если внимательно прислушаться к тому, что происходит в нашей голове, и посмотреть на все на это со стороны, то можно либо офигеть, либо оборжаться. Весь этот хлам, мысли, которые как паровозики бегают в нашей голове, тревоги, планы, обиды, страхи, желания, а потом снова паровозики, мысли, снова страхи и бесконечный круговорот мусора, который мы называем своей собственной жизнью. И где-то там, глубоко на дне этой свалки, лежишь ты, настоящий, заваленный по самую макушку мусором. И тихо задыхаешься, потому что не бывает дней, когда бы ты ничем вообще не был бы озабочен. Знаете, почему святые уходили в горы? Не потому, что мир плохой, а потому, что в горах тихо. И в этой тишине можно наконец-таки услышать самого себя. Но ты не можешь уйти в горы. У тебя же семья, кредит за тачку или любимый котик, которого не с кем оставить. И ты такой сидишь и думаешь, так что же делать? Сегодня я расскажу про 22-й канон. Тайну двух путей. Один ведет внутрь, а другой ведет наружу. И если ты научишься ходить обоими одновременно, то ты перестанешь быть мусорным баком. И, наконец-таки, станешь свободной птицей. Христианство, буддизм, эзотерика, трансерфинг, курсы «Стань миллионером за 21 день». Все это духовная помойка. И везде одно и то же. Иди туда, делай то и стань вот этим. А на самом деле все гораздо проще. Есть только два пути к Богу. И оба они равнозначны. Как два крыла у одной птицы. Путь первый – это путь внутрь самого себя. Медитация, тишина, созерцание пустоты. Когда ты перестаешь чесать затылок и начинаешь просто быть. Это путь монахов и отшельников, тех, кто ушли в горы. Путь второй. Путь второй, он наружу. Это путь действия, путь служения и любовь, без каких-либо условий. Когда ты не ждешь от жизни ничего взамен, а просто даришь. Даришь тепло своей души, помощь, улыбку. И это путь воинов. Путь врачей, учителей и тех, кто остался в миру, в социуме, среди людей. И большинство из нас тупо зависает. Зависает в выборе. А может, мне тоже в монахи? Все надоело. Или наоборот, забить на духовность и начать рубить бабло. Кстати, если ты до сих пор выбираешь между монастырем и офисом, то ты, мой брат, не дорос даже до 1 класса. На этом канале мы не выбираем. Мы учимся совмещать. Мы здесь собираем целое из осколков. И если тебе надоело метаться между «надо медитировать» и «надо работать», тогда жми сюда. Становись частью ордена шутов, который видит картину, всю картину целиком. А остальные пусть выбирают дальше, куда же им податься. Медитировать или работой заниматься. Наши проблемы на самом деле не в мире. Мир, он ведь не хороший и не плохой. Вся проблема в уме. Мы часто озабочены этим умом. Эмоции, чувства и мысли. Все время множат какую-то суету. И жизнью, в основном тяжелой, мы все живем. Без веры в Бога и свою собственную мечту. Серые трудовые будни, так сказать. А на самом деле ум
это не мы. Ум – это всего лишь приложение к телу, как калькулятор в телефоне. Путь внутрь самого себя предназначен для того, чтобы заткнуть всю эту мясорубку. Сесть и сказать: так, стоп, заткнись, я тут самый главный. И в этой тишине, в этом созерцании пустоты тебе вдруг становится слышен. Слышен зов из глубины твоей собственной души. И это никакая не метафора. Это реально работает. 15 минут в день тишины, лучше всего с утра, меняет твой день сильнее, чем год какой-либо терапии. Любовь без условий – это не про розовых пони. Великий дар – жить бескорыстно и не ждать ничего от жизни взамен. Не каждому дано. Вознаграждает щедрость не вера и не результат, а только ветер перемен. Все в этой жизни гоняются за результатом, не понимая, что результат на самом деле абсолютно не важен. Важен только процесс. Потому что результат, он приходит и уходит. Причем никогда неизвестно, каким будет этот результат. И не важно, насколько хорошо или плохо что-то ты делал. Результат любого действия всегда непредсказуем. А вот процесс, чувства, ощущения, эмоции, навыки, приобретенный жизненный опыт в процессе навсегда с тобой. Как ветер перемен внутри тебя. Когда ты отдаешь последнее и не ждешь спасибо, только тогда внутри тебя происходит настоящий сдвиг. И ты перестаешь быть нищим. Ты становишься настоящим императором. Потому что император не может себе позволить что-либо дарить. Он может только отдавать. Большинство людей в этой жизни ничего никому не дарят. Просто так, бесплатно, бескорыстно, потому что боятся. Боятся, что им не хватит. Они же копят. Обиды, деньги, любовь. Все складываем в сундучок. А в итоге потом сидят на этих сундуках, как Кощей, и чахнут над златом. За благородство нет оплаты, и счастья в жизни не купить. Свободен тот, кто, не жалея, любовь свою всем мог дарить. И это не про раздачу себя направо и налево. Это про состояние, про свое внутреннее состояние, про наполненность, которая настолько бездонна, что ты можешь черпать из нее ведрами. И оттуда никогда не убывает. Мы всю свою жизнь что-то ищем. Ищем, когда нам плохо. Ищем, когда нам хорошо. Когда совсем полная задница, мы ходим по храмам. А Бог все это время сидит и ждет. Ждет, когда мы перестанем искать и начнем, наконец-таки, просто быть. Быть тишиной внутри себя. Быть светом. Быть любовью снаружи. Быть целостным. Как птица, которая летит не потому, что машет каким-то одним крылом, а машет двумя крыльями. А иначе штопор. Земля и привет, лепешка. Внутренняя тишина и бескорыстная любовь – это как два крыла одной птицы. Птицы свободы сознания. И без тишины внутри
Ты – это суетливый невротик. Все время на измене, либо на нерве. А без любви ты – это холодный йог в позе эгоизма. И только вместе они поднимают тебя над всем этим цирком суеты. Мой канал Шут Апокалипсиса – это не про видосики. Это про орден тех, кто учится летать. Тех, кто понял, спаситель – это не мужик на белом коне с мечом в руках. Спаситель – это атрибут. Атрибут твоего собственного поступка, твоих собственных действий, которые каждый раз, когда ты действуешь из тишины и даришь без условий, ты спасаешь мир вокруг себя. Хотя бы для одного человека. И если, кстати, ты готов нести эту миссию, подписывайся. Ну, а если нет, иди дальше. Греметь своими цепями. Ой. Знаете, что самое смешное? Вот вы сейчас досмотрите это видео. Выключите телефон или компьютер, и через 5 минут ваш ум снова начнет жевать вот эту вот свою жвачку. Что поесть? Где взять денег? А почему она мне не звонит? О, а когда он мне позвонит? А вдруг меня уволят? Куда устроиться на работу? И ты снова забудешь, кто ты есть на самом деле. Но где-то там, в глубине, под всем этим мусором, останется маленькая заноза, маленький вопрос. А вдруг этот чувак в маске прав? Вдруг я могу летать? И я отвечу: да, вы все можете летать. Есть два пути, чтоб Господу идти. Чтоб знание, силу, свободу обрести, от рабства мира и иллюзий, чтоб освободиться и воспарить сознанием, словно птица. Оба пути, что равнозначны, как два отрезка одного пути, внутри или снаружи, человеку по ним всегда легко идти. Мы часто озабочены умом, эмоции, мысли множат суету, и жизнью в основном тяжелой мы живем без веры в Бога и свою мечту. Чтобы не тлеть душой от негативных мыслей, бушующих страстей и страхи не растить, нам нужно успокоить свое сердце и разум внутрь погрузить. Там, созерцая пустоту, блаженствуя в тиши, нам станет слышен духа зов из глубины своей души. Великий дар – жить бескорыстно, не ждать от жизни ничего взамен. Вознаграждает щедрость вера, не результат, а ветер перемен. За благородство нет оплаты, и счастье в жизни не купить. Свободен тот, кто, не жалея, любовь свою всем смог дарить. Дари любовь свою всем бескорыстно. Взлетай, как птица, ввысь. Немедленно, а быстро.